На фоне адского взлета подростковой преступности, друзья, которые, прям уже неустанно приходится говорить каждый день, и были примеры того, что является провоцирующей средой, например, фильмы Крыжовнику «От слова пацана», после которого было нападение на остановке, там, с поножовщиной, эти слова Чушпану, это вызывало страшное возмущение. В фильме этот Крыжовников снял уголовника, который за убийство в розыске, целует детей 14-летних, там, пересилит Анну, Минихаев некий, друг из зарубежья какой-то, наверное, Крыжовникова, не знаю. И все они все остаются, их уже не хочется ни смотреть, ни видеть. Люди в некоторых регионах запрещали вообще этот фильм, потому что он пропаганда насилия среди несовершеннолетних. Еще раз, этому подтверждение есть уже в уголовщине. Вот, страшные дела. И на этом фоне очень полезно то, что Путин обращает внимание на эту ситуацию. И вот он высказывается. Идеологически, значит, пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные. Вот правильно. Я, правда, не очень понятно, о чем идет речь, но он поручил Минкульту ускориться с принятием решения о квотировании зарубежного кино. Квотирование это ладно, там, пусть похвакают, на самом деле. Я про другое. Я про то, что дали денег, например, вот Симонян в свое время. Она сняла просто, я не знаю, какое слово, шляпа называют, да? Вот это, головной убор, да? Она сняла головной убор, слив туда кучу с бюджета денег. Смотреть невозможно. Даже тем, кто хотел бы, кто очень любит Симонян, возможно, такие есть. Невозможно это смотреть. Это дрянь. Это ужас. Я к чему? К тому, что, вот Путин говорит, поддержать кино. Как поддержать? Вот в одном хорошем регионе, его очень любят многие. Путин его любит. Пока, по-моему, и все. Например, Чеченская республика. Там вроде как очень много об этом говорилось, кучу денег, видимо, туда вбухали, какой-то киноконцерт, концерн, да, то есть киностудию какую-то вроде создали. Я просто помню, что создавали, я все ждал, где будут фильмы. Хорошие фильмы, потому что старая консервативная культура, там, не знаю, вот вспомните фильм «Заложница». Представьте себе, не папа ловит, да, а какая-нибудь эмансипированная чеченка где-нибудь, да, и правозащитники говорят «спасем». Я вот сейчас фантазирую, я сам писатель. И она вдруг пропадает. Представляете, если там какой-то ее брат, который вот от нее отрекался, а потом там чеченская кровь, и он там находит. Это было бы, Нильсон проиграл бы, в «Фактуре» даже. Это я к чему? Но киностудии есть, а фильмов нет. Потому что деньги дальше различных там Симонянов и прочих товарищей каких-то диаспорными фамилиями никуда не уходят. Они что-то снимают, они не умеют, у меня к ним даже претензий нет, они не режиссеры, они просто деньги любят. То есть я к чему? Поддержать отечественного производителя, да поддерживают, денег, во. А Бэткомедиан есть такой блогер, он себе имя сделал, и денег кучу, уже он заработал на этом больше, чем мы, с точки зрения культуры, в соотношении. Потому что он смеется над тем, во что превращают эти деньги. Поддерживать надо незнакомых, хороших и лояльных, или там лизоблюдов, поддерживать надо талантов. Может быть, вообще заваливать деньгами какие-нибудь киноинституты. Вот кинематография есть институт в ГИК. Давайте им на дипломные работы по $1 миллион. Михалкову ничего не надо. Я помню, как на Цирюльника стырил все деньги с дипломных работ. Я просто общался с людьми. Так что я говорю уверенно, хоть и основываясь только на своих воспоминаниях. Уточняю это. Вы дайте это студентам. Перестаньте давать этим старым обормотам, которые могут только ротом болтать. У нас талантливый народ. Это всегда так говорили. Вы просто дайте, чтобы деньги этого народа, к этому народу доходили, к его узкоспециализированным профессионалам. Вам нужно кино? Тогда дайте киношникам. Вы кому даете-то? Вот так, да? Задать вопрос. Так что я боль и тоску-то, проблем-то я, например, понимаю, но я не очень понимаю, как это решать-то. Вот говорит Путин, мне кажется, важна и идеологическая составляющая, это все само родится. Это все само родится. Хорошего автора, он не может не любить свою родину, он это все создаст. Вы не на тех смотрите. На Хаматову, которой вы сегодня медалька, а завтра она вас грязью поливает, вы на нее не смотрите. И медальки хватит раздавать. Надо раздавать денежки, причем в ручки специалистов, их дохренища. Вспомнили про Китай, там жестко так выстроено все, кстати, во Франции, там выстроено все, прекрасно. А я не китаец, я не знаю, что там у них выстроено, мне что с того, что там выстроено. И, кстати говоря, это старая тема, я с ФСБшником разговаривал, говорит, нельзя лекалам накладывать чужую культуру на другую, почему? Потому что какие-то мелочи не сойдутся, что значит в Китае выстроено, и что, мы что, китайцы, что ли? Нет, просто при чем здесь Китай, так нельзя. Даже, может быть, у них идеальная модель, но положишь ее на Россию, да на кого угодно, на Соединенные Штаты, на, я не знаю, Грузию, Мексику, да клади куда хочешь, оно не сработает, потому что не китайцы. Просто так, опять же, да, может быть, Владимир Владимирович что-то свое имел в виду, времени не было расшифровать, а так я не понимаю, что в Китае там все жестко, на здоровье. Так там еще из камер расстреливают, только они сначала их ловят, а в Беларуси не ловят, например. Вот в Беларуси девочка из Беларуси погибла, ее в скамцентре замучили, и денег хотели взять. Китайцы расстреливают, китайцы молодцы, не вопрос. Сейчас в Азию, кстати говоря, поток этих самых релокантов, которых почему-то все плюют на спину. Там талантливые люди, я их смотрю в блоге, хочу в Вьетнам уже съездить. Там так круто все развивается, да? Почему? А им что, платят Вьетнам, что ли? Им что, денег с бюджета дают? Да нет. Нет, они просто рассказывают то, что видят. Вы им, главное, не мешайте, вы им подножки не ставьте. Они бы с удовольствием сидели в своих странах, рассказывали. Но там все время что-то не работает, что-то блокируют, что-то тормозят.
Они едут туда, где не блокируют, не тормозят, и хорошие квартиры за $300 можно снять за 30 тысяч. В которых там, не знаю, 10 кондиционеров, 5 телевизоров. Вспомнили про Китай, там жестко и так выстроено, ну там выстроено, что там Китай. Ну а мы-то чего, рот развиваем? Я не знаю, чего вы рот-то развиваете. Ну, друзья мои, ну вот серьезно, чего они рот-то развивают? Идеологически пропускаем. Ну я серьезно, это же не ко мне обращение, я ничего не развиваю, давайте мне миллион, я сниму левой ногой лучше, чем Симонян. Почему? Потому что я классный режиссер, что? Нет. Потому что хуже невозможно. Вот в чем проблема. А дайте молодому, талантливому вчерашнему выпускнику, опять же, в ГИКа, если про кино, там театра и так далее, да, какую-нибудь дипломную работу, он такой оформит, весь мир, по всему миру пройдет, там, спектакль, если это будет, театральная школа. И они сейчас старый советский театр делят, кого туда, мужа Собчак засунуть или дедушку Хреняк какой-нибудь. Ну, обратите внимание, самые такие важные, там, МХАТ, кто их там возглавит? Кто их возглавит? И причем, смотрите, оценивают уже когда пришло что-то, туловище положили, ага. Это не так. У Захарова не так было. Захаров создавал произведение шедевра, и потом уже его имя прилепилось, допустим, да, к театру, там, Линком, да, я могу путать, пардон, на ходу. Тогда уже работа проведена, уже есть что к чему лепить. А они такие сидят на старых чужих именах, на названиях театров, на каких-то, в чьих-то фильмах снялись. Сейчас, обратите внимание, сейчас худруки одни, это бывшие актеры, это вы что, издеваетесь, что ни одного режиссера нет? Ну так, по большей части. Еще ничего не снимают, не ставят. Пытаются обыгрывать только там классику, криво. Ну, в общем, мне кажется, что здесь где-то в консерватории бы что-то подправить. Ну, это опять же мое мнение, друзья мои, вы можете со своей стороны дополнять, может быть, я в чем-то не прав, но, на мой взгляд, корень просто не по поводу того, что давайте как в Китае. Ну, давайте, что давайте как в Симоняне, там, ну, я образ выражаюсь. Причем, даже Симонян, ну, давайте как в Армении. Да причем как в Армении? Давайте как в Армении. Как в Армении, это когда-то интерны снимали. Почему? Потому что, ну, как-то меньше запретов, наверное, было, больше реализации. Мне очень не нравится то, что диаспора много всего из этого контролируется. Но в любом случае, какие-то талантливые руки еще до чего-то добирались. А сейчас у меня такое впечатление, что эти руки то ли поотрубали, то ли ноги, то ли головы, то ли прокрустова ложа где-то вовсю пашет. Где это талантливых нету? Они всегда есть, их всех не изведешь, они новые народятся. Но значит у них нет допуска. Вот с допуском бы решить. Не вокруг денег бюджетных, не стоит ли заслон жадных, понимаете, зубастых, красных шапочек, образно выражаясь, которые давно сожрали своих волков, бабушек, пирожки вместе с охотниками. Понимаете? И сейчас через них до кино не доходит. У нас кого актером называют? Тех, кто снялся в одном фильме когда-то, в детстве. В детстве, для тех, кто не в курсе, значит, режиссеры всегда говорили, что есть втрое больше уходит пленки, времени, это официально выделялось, больше на животных, зверей, понимаете, да, и детей. Вот, не обижайтесь. Но с детьми сложно, им ни черта не объяснишь, там, как улыбнуться, там, как кадр в камеру не смотреть, иди, добейся, чтобы он не смотрел, а он хочет смотреть. Вот, я это к чему, друзья мои, что а где режиссеры, где актеры, где настоящие, не те, кого подписывают, а уже вспоминать надо, уже некоторые даже постарше, не помню, где-нибудь там что-то снимались-то, господи, боже мой, Долина, если бы не схема Долины, хрен бы кто вспомнил, что она вообще про этих самых белых коней пела. Хорошая песня, но только уже хотелось бы еще какой-нибудь. Мое мнение такое, свое пишите, может в чем-то я не прав, не знаю, ваше право поспорить. Я вас его точно не лишаю. Я за то, чтобы были права, чтобы была честная конкуренция. И мнение, и спор, чтобы был, который рождает истину. Вот так вот. И чтобы все мы были с вами прекрасно защищены. Вот что требуется от власти. Защита. Защита каждого человека. Талантливо. Так смотрит, не так смотрит, спорит. Черт побери, я в институте учился. Вы знаете, что происходит на кафедре, если вдруг кто-то не учился? Ты сначала в большой аудитории слушаешь лекцию, потом ты приходишь на кафедру, и вам говорят, деритесь. Да, ну не таким словом, а просто спорить. Ты должен спорить. А сейчас споры запрещены. Вот такая есть идея, а вот так нельзя. Ну вы себя губите, те, кто запрещают. Потому что к истине прийти можно только спором. И самые продвинутые блогеры, ну, одни из продвинутых, это когда, да, диалог. Но когда со спором, когда два дебила сидят и друг другу поддакивают, таких очень много, я их не смотрю, кстати, если смотрите, напишите. Вообще не понимаю. Знаете, особенно там из какой-нибудь страны журналистка там и сидит. Ну, или неважно, из какой страны, даже если брать Россию и Украину, неважно. И они друг другу поддакивают. Только что друг другу косявки не уковыривают, то у себя, то там у него, у нее. Вы вообще не сополоумные. Разговор это все спор всегда. Либо подловить на чем-то еще что-то. Поэтому дуть по сей день будет в уши нам, дуть, так сказать. Почему? Потому что после него скандал. Потому что он подлавливает. Умеет как-то это делать. Увидимся.